Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости острова Кипр. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего февраля месяца 2026 года. И, конечно же, уже будем говорить о крупных, так сказать, провинциях. Всего их 6 на острове Кипр. Но сегодня мы затронем только 5 провинций, те, которые находятся на южной части острова Кипра. Поговорим с цифрами о том, что произошло в течение ближайшего месяца, то есть период сравнения будет начало года, январь месяц с февралем. И в конце, подводя итоги, посмотрим, что происходило в течение одного года. То есть достаточно большой, обширный материал подготовил для вас. Самое главное с цифрами. Я думаю, что будет вам интересно. Да, и как обещал, вначале видите за мной задний фон, так называемый. Еще раз повторюсь, это не картинка с интернета. Сам ходил, фотографировал. Это византийская церковь, потом мечеть перестроенная. Значит, напомню, византийские времена, это 300 год нашей эры и, конечно же, 15 век. То есть вот такой период, представляете, мы же говорим о недвижимости. Сколько времени данному памятнику? Она, к сожалению, не рабочая, но судя по тому, что открыты ворота, я заходил, там никого нет. Ну, в саму церковь нельзя, мечеть нельзя зайти, а территория доступна. То есть посмотрите, какое фундаментальное здание. И самое, что интересно, от моего дома, я живу Ката Перволя, средняя часть Пафоса, эту мечеть видно, идти, наверное, минут 10. Вокруг такие достаточно узкие, живописные улочки, много заброшенных, кстати, помещений. Но это так, да, старый город, называется Ката-Пафос. Друзья, переходим уже к современному рынку недвижимости. Как я люблю говорить, через призму времени и цифр попробуем совместно с вами разобраться, что же все-таки происходило с рынком жилой недвижимости острова Кипр, южной его части. Итак, традиционно начинаем с административно-территориального деления. Остров Кипр делится на две части. Северная часть живут турки-киприоты, и южная часть, это большая часть, видите, вот так она разделена, живут греки-киприоты. Всего 6 провинций. Сегодня мы говорим о 5 провинциях, включая, вот здесь видите, провинция Фомагуста, большая часть принадлежит или контролируется турками-киприотами, так сказать, небольшая часть данной провинции контролируется, естественно, греками-киприотами. Очень подробно разберемся, друзья, по каждой провинции. Я думаю, что информация будет полезна, ну, как минимум. Смотрим первый слайд. Здесь достаточно много цифр. Давайте очень подробно расскажу, как читать данную информацию. Ну, во-первых, вы видите провинции, которые мы сегодня будем обсуждать. Это провинция Никосия, провинция Пафос, провинция, значит, что это, Лимассол у нас, провинция Ларнака и небольшая часть провинции Фомагуста. В каждую провинцию, друзья, входит достаточно много крупных населенных городов, муниципалитетов. То есть сегодня мы обобщенные данные берем. Итак, на первом слайде мы с вами разберемся со структурой рынка недвижимости, сколько людей проживает в той или иной провинции, какое количество сооружений эксплуатируется. Здесь будут и дома, и многоквартирные квартиры, ну и отдельно стоящие дома. И также, друзья, я познакомлю вас с уникальным контентом. Это статистические данные, количество объектов жилой недвижимости, которые были выставлены в течение года. Период сравнения февраль 2025 год с февралем 2026 года. И вот потом мы вспомним закон, так сказать, спроса и предложения и посмотрим, как все вот эти внутренние показатели влияют на рынок недвижимости, а точнее на ценообразование. Поэтому, друзья, я думаю, что будет увлекательно, ну и полезно послушать данную информацию. Начинаем, друзья,
с провинции Никосия. Единственный город, наверное, единственный, может быть, нет, который разделен, это столица Южного Кипра, разделен на две части. Вот это называется, никак не могу выучить, слушайте, ну, ну, короче, линия разделения, да, вот не выговаривается как-то у меня она. Линия разделения, и эта линия разделения проходит по, в том числе по Никосии. Итак, давайте обобщенные данные поговорим, какие внутренние факторы влияют на состояние рынка. Это очень важно знать. Итак, друзья, в структуре обслуживающих структура рынка жилой недвижимости мы видим отдельно стоящие дома. Всего это 84 898 отдельно стоящих домов. Это официальная статистика, вы можете найти на сайте Евростата. Дальше, друзья, апартаменты в многоквартирных домах. Я не случайно даю две вот эти, как бы два этих показателя. Они очень важны. Мы видим, что апартаменты это 78 тысяч 32 квартиры эксплуатируется всего. Общее число, вот здесь видим красным таким, я подчеркиваю это, эксплуатируется жилой недвижимости в провинции Никосия 162 2930. Это здания, сооружения, в которых находятся как и однокомнатные квартиры, вернее дома, так и дома, которых много квартир. Дальше, друзья, население 350 тысяч, пожалуй, это, наверное, самая большая провинция. Да, наверное, самая большая провинция. 350 тысяч 135 это население на 2024 год. Естественно, постоянно проживающие в данной провинции. Ну и вот здесь, друзья, уникальная эта информация, о которой я вам говорил, это количество выставленных здесь и домовладения отдельно стоящие, и, естественно, квартиры в многоквартирных домах. Мы видим, что было выставлено за год всего 32 289 квартир. Ну, много или это мало? Давайте посмотрим в сравнении с вот, общим количеством эксплуатируемого жилья в провинции. Да? 162 тысячи, а это 32. Ну, сколько это? Сейчас давайте посчитаем. 16, ну 20%, да? То есть 20%, да, не ошибся. Не ошибся. 20% это квартир и домовладений, которые выставляются для продажи. Друзья, в принципе, я знаю это по Украине. Мы готовили достаточно серьезные исследования на эту тему, что если в городе крупном продается ну, порядка 20% от общей структуры недвижимости, которая эксплуатируется, то это в принципе нормальное явление. Если продается больше 20%, то это уже не аномалия, ненормальное явление, и, соответственно, данная ситуация очень сильно влияет на стоимость недвижимости в том или ином городе. Но в данном случае это нормальная ситуация, мы потом посмотрим стоимостные показатели. Хотя можем сразу же посмотреть, давайте, да, чтобы не возвращаться. Смотрим, что произошло у нас в целом в провинции Никосия. Вот здесь видим новое жилье. Это 2900, сколько тут у нас? 2975 евро стоимость квадратного метра. Новое жилье, что показало снижение за месяц минус 0,17%. Старое жилье, видим, 2016 евро за квадратный метр, что показало динамику роста плюс 0,21%. Дальше, друзья, смотрим, что произошло. Да, кстати, вот эти данные вы можете посмотреть также на таблице. Я их продублировал, карта и таблица, как угодно будет смотреть. Дальше идем, друзья. Провинция Фомагуста или оставшаяся часть под контролем южной части Кипра. Это самая маленькая провинция. Давайте посмотрим показатели, внутренние такие характеристики. Домовладения отдельно стоящие 22 тысячи.
202 дома. Да? Апартаменты в многоквартирных домах – это 17 913 объектов жилой недвижимости в многоквартирных домах. То есть мы видим, что все-таки преобладает в Фомагусте частная застройка, домовладения, аутентичные, греческие. И как в Никосии здесь тоже видим, преобладает больше частные дома. То есть греки больше любят жить в частных домах, собственно говоря, неудивительно. Я, кстати, тоже живу в таком же примерно частном домовладении. Дальше, друзья, смотрим общее количество эксплуатируемого жилья 40 115 единиц. Количество людей проживают, которые в данной провинции, видите, 54 318, то есть это самая маленькая провинция. И количество квартир, выставленных и домовладений за один год, напоминал период сравнения, у нас был февраль 2025 с февралем 2026 годом, сравниваю, это 16 078 объектов жилой недвижимости, что, друзья, если мы посмотрим, ну, составляет уже больше 20%, вы это видите, да? То есть это, ну, как бы тревожный уже сигнал, то есть выставляется на продажу объектов жилой недвижимости больше 20%, это будет, повлечет за собой как минимум корректировку стоимости квадратного метра, конечно же, не в стоимость, не в сторону увеличения. Итак, смотрим, здесь общая выборка, апартаменты новые и старые. Всего средняя стоимость по провинции 2750 евро, что показало нам динамику снижения. Помните, я вам говорил, да, о законе спроса и предложения, и потом более его расшифрую подробно уже в конце, когда будем подводить итоги. Видим за месяц снижение минус 0,18%. Следующее, друзья, у нас провинция, это провинция Лар-Накос, где отдельно стоящие дома, которые эксплуатируются, составляют 45 024 домовладения. Квартиры, которые в многоквартирных домах, составляют 36 857 объектов жилой недвижимости. Также видим, что в Ларнаке все-таки преобладает частный сектор, и это очень хорошо. Почему? Потому что, ну, теряется аутентичность всех вот этих старых улочек, когда начинает на них строить там какие-то четырехэтажные, там пятиэтажные жилищные комплексы. То есть, ну, мне это не нравится точно, я не знаю, там, как грекам, киприотам, но судя по тому, что по структуре все-таки преобладают частные домовладения. Всего объектов жилой недвижимости эксплуатируется 81 881 объект жилой недвижимости. Население, друзья, 165 500. И вот здесь, внимание, информация о количестве выставленного на продажу жилья соответствует 35 312 объектов жилой недвижимости. Но сравнивая с жилым фондом, друзья, что мы опять видим? Что больше 20%. Как крути, не крути, больше 20% выставляется на продажу недвижимости. А это значит, что будет корректировка по стоимости. Ну, я так предполагаю. Давайте посмотрим, сколько новое жилье стоит в целом по провинции. Это 2300 евро. Снижение за месяц минус 0,01%. Старое жилье 1936 евро. И рост здесь незначительный, плюс 0,05%. Дальше, друзья, смотрим провинция Лимассол. Давайте посмотрим, что же характеризует, какие внутренние показатели рынка и структура недвижимости. Отдельно стоящие домовладения 69 582 домовладения. Квартиры в многоквартирных домах 62 699. Друзья, вот здесь внимание. Мы видим, что новое жилье или многоквартирные дома практически сравнялись с аутентичным жильем. Это отдельно стоящие дома, которые преобладают
провинции Никосия, провинции Фамагуста, провинции Ларнака, а вот Лимассол, он практически показывает нам одинаковое количество как отдельно жилых домов, так и квартир в многоквартирных домах. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что облик города ну, меняется кардинальным образом. То есть город застраивается многоквартирными домами. Ну, как бы хорошо это плохо мне не судить, я не являюсь архитектором, да, но это, друзья, влечет за собой, в общем-то, ну, как я предполагаю, кардинальное изменение вот этого визуального шарма города, который, собственно, существовал огромное количество лет. Плохо это нехорошо, я не сужу, но вот факт такой констатирую. Всего эксплуатируется жилья 132 2280 объектов. И что, друзья, количество населения здесь 262 157 человек проживает, это постоянные жители Лимассола. Ну, понятно, что туристы здесь или временно проживающие сюда в эту статистику не попадают. То есть Лимассол, друзья, что мы можем констатировать? Является факт одним из самых населенных провинций южной части Кипра. Ну, на первом месте разве что 350 тысяч, видим, это епархия Никосия. То есть здесь больше живет людей. Дальше смотрим, сколько квартир было выставлено для продажи. 76 793 объекта жилой недвижимости, друзья. И здесь, что, внимание, посмотрите, это больше, друзья, 50% получается. Больше 50% недвижимости продается, уже сейчас продается. В течение года выставлялось на продажу, было зафиксировано программным обеспечением Olymp News, на которое у меня есть, друзья, и патент, и авторское право. Все это оформлено в Украине, и найти все эти данные можно, естественно, в сети интернет. Это тревожная ситуация для компаний-застройщиков. Почему? Потому что ну, не может быть, чтобы половина эксплуатируемого жилья выставлялась для продажи. То есть понятно, что это спекулятивное жилье, которое строилось на первичном рынке с целью перепродать дороже, ну и получить, в общем-то, определенную прибыль. Я так думаю, что рынок недвижимости насыщен города Лимассола и стоит вот на грани, так сказать, еще чуть-чуть, и мы увидим что-то, да, ну, сами догадайтесь, что. Дальше, новое жилье стоит 3798 евро, что показывает нам динамику роста за месяц, плюс 0,07%. Старое жилье стоит 3687 евро, и снижение за месяц минус 0,14%. Переходим, друзья, к последнему, так сказать, это у нас пятая, да, провинция Пафос, это там, где я проживаю. И здесь, друзья, ну, здесь ситуация тоже очень, так сказать, как оно, нестандартная, назовем так. Ну, во-первых, смотрим, сколько отдельно стоящих домовладений эксплуатируется в провинции. Напомню, провинция Пафос – это и город Пафос, и город Пея, и город Полис, и город Гераскипу, и еще много-много населенных пунктов или даже агломерации населенных пунктов, которые входят в провинцию. Я вам даю официальную статистику. Итак, отдельно стоящие дома, друзья, 38 125 объектов жилой недвижимости. Многоквартирные дома, квартиры 36 213 объектов жилой недвижимости. Всего, друзья, мы видим, общее количество жилья эксплуатируется так сказать, эксплуатируется, да, почему? Да, 74 338 объектов жилой недвижимости. И вот здесь, друзья, смотрите, ну, возможно, ошибка с моей стороны, хотя я перепроверял и, в общем-то, убирал то, ну, вот там есть такое понятие, когда повторяющиеся объекты, да, но тревожная цифра, количество выставляемого недвижимости за год
составила 35 599, что, в общем-то, ну, мы видим 50% практически жилья продается, как и в Лимассоле. Количество населения, проживающее в Пафосе, 101 106 человек. И вот смотрите, что мы видим с стоимостью. Новое жилье 2043 евро за квадратный метр, за месяц рост 0,36%. А вот старое жилье показало нам 2172 евро стоимость квадратного метра и за месяц снижение минус 0,07%. Давайте перейдем к следующему слайду. Вы также можете посмотреть все те же данные, которые я вам зачитал вот в данной таблице. То есть у вас будет информация к размышлению. А сейчас смотрим следующий слайд. Здесь мы с вами будем говорить, что же произошло за год. За год в южной части Кипра. Итак, друзья, давайте начнем традиционно с Никосии. Новое жилье 2982 евро, рост за год, период сравнения февраль месяц, вот здесь вы можете прочитать, да, 2025 года с февралем 2026 года. Видим рост 4,05% за год, друзья. Ну, это очень хорошо себя адекватно ведет рынок недвижимости. Почему? Ну, будем чуть позднее разбираться. Старое жилье 2008 евро за квадратный метр, рост плюс 2,29%. То есть в годовом измерении мы видим, что рынок жилой недвижимости, новое и старое жилье ведет себя вполне адекватно. Почему адекватно? Потому что, напомню вам, инфляция. Сейчас будем говорить о законе стоимости. И затронем, что такое инфляция. Так вот, закон стоимости гласит о следующем. Это глобальный мировой экономический такой правило, да, или закон нужно. Закон, да. Да. Любая экономика работает сбалансированно, если количество денег соответствует денег, причем и фиатные деньги, бумажные деньги, которые печатаются, и обязательства страны. Там есть денежный финансовый агрегат М0, М1, М2 и так далее, соответствует выпущенным товарам и услугам. Тогда все сбалансировано, и инфляция, в общем-то, практически нулевая. А инфляция, что, друзья, это обесцененные деньги. Как только денег печатается больше, они не подтверждены выпущенными товарами и услугами. Напомню, что недвижимость является таким же товаром квартиры. Так вот, за эти обесцененные деньги все меньше можно купить товаров и услуг, в том числе и недвижимости. То есть, если обесцениваются деньги, а Евростат нам дает, хотя они поменяли они еще информацию, в 2025 году, пока говорим, это 2% инфляция, хотя в 2024 году это было 2,6%. Я так думаю, что там поправка будет, и прошедший 2025 год покажет нам тоже инфляцию примерно 2,6%. Так вот, предположим, если инфляция 2,6%, то недвижимость должна, ну, обесцениваются деньги на 2,6%, то недвижимость должна вырасти как минимум на 2,6% для того, чтобы, ну, соответствовало вот это, что за обесцененные деньги можно все меньше и меньше купить товаров и услуг. Поэтому здесь недвижимость новая дорожает больше, чем инфляция, ну и старая примерно на уровне инфляции. То есть недвижимость в цене не за год, так сказать, исследования не снизилась. Дальше, Фомагуста. Целая провинция Фомагуста, или та часть, которая контролируется южной частью Кипра. Что мы видим здесь, друзья? 2750 евро стоимость квадратного метра, рост плюс 2,35% за год. Тоже вполне себе адекватно ведет рынок, то есть на уровень инфляции стоимость и поднялась. Переходим к провинции Ларнакас. Здесь мы видим, что новое жилье 2308 евро, рост плюс 1,45%, динамика роста есть положительная, хотя инфляция уже больше.
чем, так сказать, динамика роста. Ну и старое жилье 1936 евро за квадратный метр, что в годовом измерении показало динамику роста плюс 2,39%. В целом, друзья, я считаю, что это тоже поведение адекватное, то есть ваша недвижимость, если она находится в провинции Ларнака, не подешевела за период исследования, который я озвучиваю. Дальше, друзья, провинция Лимассол. Здесь мы видим новое жилье, стоимость 3798 евро, динамика роста плюс 0,64%. И что, друзья, старое жилье 3687 евро, динамика роста за год также плюс 2%. То есть вполне себе адекватно ведет рынок недвижимости Лимассола. Хотя, друзья, помните, я очень хорошо вам говорил о структуре, внешней структуре рынка недвижимости, что вот здесь назревает что-то неприятное. Компании-застройщики строят столько жилья, которое явно не может быть поглощено рынком. То есть покупатели явно меньше, чем построенного жилья. Пока динамика роста, но судя по тем данным, которые я вам озвучил, я все-таки предполагаю, что здесь стоимость квадратного метра будет снижаться, потому что переизбыток нового жилья на рынке. В качестве предложений приводил вам пример. Пафос, друзья. Пафос, друзья, вот здесь мы как раз сталкиваемся с законом спроса и предложения. Помните, когда говорят, что если товар находится в дефиците, то стоимость на данный дефицитный товар, что он дорожает, то есть поднимается. Если товар в переизбытке на рынке, то, естественно, стоимость корректируется рынком и снижается. То есть желающих купить меньше, желающих продать больше, это влечет за собой коррекцию в сторону снижения, ну, мы если о рынке недвижимости говорим, стоимости квадратного метра. И здесь мы видим, что новое жилье 2430 евро, снижение за год минус 0,14%. А вот старое жилье 2172 евро и показало нам снижение более значительное, друзья, минус 1,05%. Ну и теперь, то есть единственная провинция это Пафос, которая показала отрицательную динамику за год, то есть снижение стоимости квадратного метра. Все остальные провинции рынок недвижимости показывает незначительную динамику роста на уровне инфляционных процессов. Ну и последнее, друзья, так сказать, давайте последнее, что такое мне? Ага. Последний слайд. Здесь мы с вами посмотрим, давайте, табличка вот здесь внизу. И здесь для того, чтобы у вас картинка визуализировалась, здесь количество, ну, структура рынка, помните, да, я вам говорил, это количество домов, количество квартир в эксплуатации, количество людей, стоимость квадратного метра, все это есть на карте. А вот на табличке я вам покажу, что произошло с предложениями. То есть это за год количество предложений, которые были зафиксированы на рынке жилой недвижимости, то есть квартиры, домовладения, которые выставлялись для продажи. Итак, смотрим, что мы здесь видим. Мы видим, что так, начнем с Лимассола, да, с Лимассола. Видим, что 76 793 объекта жилой недвижимости было выставлено на продажу в течение года. Сравнивая с 2025 годом, естественно, это целый год, то здесь, в общем-то, ну, очевидно видим, что на 89% рынок стал активнее, то есть больше предложений. Это значит, что, друзья, больше строят. Помните, я вам говорил, больше строят компании-застройщики. И вы можете посмотреть, где у нас Лимассол. Смотрим. Лимассол, старое, ну, жилье одноквартирные дома или вернее домовладения отдельно стоящие и квартиры, так сказать, в многоквартирных домах. Видите, сравнялось. Вот эта часть, это все компании-застройщики строят. И мы видим вот по количеству предложений, которые были на рынке зафиксированы мною и компанией Alim Consulting, ну, превышает чуть ли не в 2 раза. Дальше, город Пафос, друзья.
видим, что 35 590 объектов жилой недвижимости было выставлено в 2006 году, а в 2025 году это было 15 750. Здесь вот эта фантастика, на 126% больше было выставлено для продажи квартир, чем в 2025 году. То есть, ну, опять же, видите, здесь цифры. 2025 год, я имею в виду год целый, это 2024-2025. В течение года, 12 месяцев, мы видели, что растет количество предложений на рынке. И вот это 126, на 126%, это вот здесь, да, мы видим, что повлекло это за собой, что, друзья, снижение в годовом измерении стоимости квадратного метра, как нового, так и старого жилья. То есть вот такие закономерности, напомню вам, что наука изучает повторяющиеся во времени какие-то явления, да, и потом это все анализируется и делаются определенные, так сказать, предположения, гипотезы. Так вот, мое все-таки предположение, оно связано и с теми экономическими законами, закон стоимости, закон спроса и предложений, которые я вам сказал. Переизбыток в данном случае, значит, видим, что стоимость снижается. Лимассол практически переизбыток, стоимость, возможно, будет снижаться. Дальше. Ларнака, видим в целом по провинции 35 312 квартир и домовладений было выставлено для продажи, что, соответственно, показало нам тоже, друзья, динамику роста 92,36%. То есть это тоже очень много. То есть, возможно, в 2026 году Лимассол и провинция Ларнакас увидим корректировку рынка в сторону снижения. Дальше, провинция Фомагуста. Видим, что 16 178 объектов было нами зафиксировано жилой недвижимости, которая выставляется для продажи, то, в общем-то, показала рост на 64,90%. То есть, ну, здесь это нормальная ситуация, мы уже разбирали, да. И последнее у нас, что это Ларнака, это Никосия. Никосия, Ларнака, Никосия. Я, по-моему, здесь назвал это Никосия. Ну, вы прочитайте сами, поправите. Дальше видим, что Никосия, да, провинция Никосия. Что здесь происходит? 32 298 объектов было выставлено на продажу в период сравнения, напомню, вот видите, 1 января 2025 год по 1 января 2026 года, что, в общем-то, тоже рост на 43%. То есть здесь есть куда расти, то есть компаниям-застройщикам есть что строить, пока вот здесь вполне как бы адекватное поведение застройщиков, то есть они не перенасытили рынок в целом, как был перенасыщен рынок новым жильем в провинции Пафос. И, соответственно, мы говорили вот здесь провинция Ларнака и, кстати, провинция Лимассол. То есть вот эти три провинции, да, здесь мы можем ожидать снижения стоимости квадратного метра в силу того, что достаточно ну, избыток предложения на рынке. Ну что, друзья, вот, в общем-то, все. Смотрите, как подробно очень рассказал вам о внутренних факторах. Это только частично внутренние факторы, которые влияют на ценообразование на рынке недвижимости. Есть еще макроэкономические показатели развития экономики. Я их потихоньку буду включать в свои обзоры. То есть у вас будет полная картинка, что происходит и с экономикой южной части острова Кипр. Вы уже знаете структуру рынка, сколько эксплуатируется домовладений и квартир на острове, естественно, по провинциям. То есть все вот эти общие данные, это некая мозаика, которая складывается в такую картину, которая, в общем-то, может говорить о том, что произойдет с недвижимостью. То есть мы уже подходим к прогнозам. О прогнозах пока не буду говорить, когда уже полностью материал будет готов. У меня есть мой, так сказать, один из научных методов, который я использую при прогнозах, это метод многофакторного анализа. И частично я уже вам рассказал о этом многофакторном анализе. То есть я показал вам структуру
рынка жилой недвижимости, а точнее, сколько эксплуатируется домов и квартир, и сколько выставлено для продажи. То есть это уже вам некие такие индикаторы того, что может происходить с рынком недвижимости. Друзья, ну, в общем-то, все, наверное. Пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке жилой недвижимости острова Кипр, вам необходимо что сделать, друзья? Конечно же, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, в общем-то, не помогут вам не потеряться в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. И еще раз обратите внимание на великолепную, как мне кажется, мечеть, которая за моей спиной, которую, да, была перестроена называлась она Святая София, Агия, да, Агия София, по-моему, да. А сейчас она, где-то я выписал, называется Камикебир, по-моему, да, или Большая мечеть. Ну, вот такой, да, памятник архитектуры. Все, друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.